Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда госпожа Сабиха молчит, несмотря на всю настойчивость барана, баран говорит: «Я знаю, что вы молчите не без причины». Госпожа Сабиха говорит, что я задолжала вам жизнь, я заплатила, больше ничего не знаю, давайте закроем этот вопрос, пожалуйста. Когда Бэрон говорит: «Я не могу закрыть его, потому что не могу закрыть», входит Дилан с подносом с завтраком в руке. Затем, когда он видит, что они настроены серьезно, он спрашивает, есть ли проблема. По пути на собеседование Ясмин проходит мимо ресторана и разговаривает с Джевдетом. В этот момент Харун видит вывеску «Ищу повара», который сможет приготовить пастуший салат, и приклеивает ее к окну, глядя Ясмин в глаза. Пока Хавен благодарит Ферата, а они шутят и смеются, Гуль видит их. Он приходит к ним, а затем уходит, говоря: «Думаю, я их побеспокоил». Ферат думает, что мне теперь делать. Мы проглотили таблетку. Когда Дилан спрашивает, что случилось, и настаивает, Бэрон выходит из комнаты, ничего не сказав. Дилан следует за ним. Когда Хавен приходит к Сабихе Ханем, Сабиха говорит, что баран не отпустит это дело и не остановится, пока не узнает. Когда Хавен говорит: «Тогда скажи мне», баран объясняет, что боится, что не позволит Джавахиру жить и оставит его на камнях. Когда Диклан ловит барана и спрашивает его, произошло ли что-то между вами, он говорит ему, что если тебя интересует, останется ли здесь твоя мать, меня это не беспокоит, но я боюсь из-за того, через что мы прошли. В этот момент звонит будильник на телефоне Дилана, и моя мама говорит, что пора принимать лекарства, и уходит. Ясмин приходит на собеседование, объясняет Цеврии подробности и объясняет, что она не принимает. Затем они вместе готовятся пойти на рынок. Вместе с бараном Кудретом они планируют сделать все возможное для обеспечения безопасности и предоставить Джихану самую надежную защиту. Госпожа Азади зовет к себе Джихана и предупреждает его быть осторожным. Леди Кадер тоже приготовила любимое блюдо Джихана и приносит его, пока они разговаривают. Пока Джихан пытается сбежать от них, Ферат приходит ему на помощь. Он звонит Джихану, чтобы о чем-то поговорить, к нему приходит баран и господин Кудрет, разговаривающие вместе в кабинете. Бэрон говорит, что это должна быть единственная работа для каждого, и мы должны найти ее как можно скорее. В день инцидента Ферат просмотрел окружающие камеры, и пока они разговаривали, Хасан подслушал у двери и сообщил им, что они преследуют 4 черных автомобиля. Джавахир говорит это и вешает трубку. Когда Хасан входит в особняк, он встречает Сабиху Ханем, и когда Азади понимает, что они разговаривают, она отмахивается от Хасана, говоря: «Я не увижу тебя рядом с этой женщиной». Пока Бэрон в саду, Дилан говорит, что я приготовил кофе для нас обоих, и спрашивает, можем ли мы выпить его и поболтать вместе. Бэрон говорит, что не откажется, и ставит журнальный столик. Дилан рассказывает Бэрону то, что слышала от своей матери, говоря, что я была очень упрямой, когда была маленькой. Пока они разговаривали, Дилан увидел мисс Сабиху и подбежал к ней, думая, что моя мать встала. Когда Дилан спрашивает, почему ты встал, госпожа Сабиха отвечает: «Мне скучно, мне уже лучше, не волнуйся». И они снова смеются, рассказывая о том, что делал Дилан, когда был маленьким. Затем госпожа Сабиха накидывает шаль на плечи Дилана. Наблюдая за ними издалека, Бэрон вспоминает шаль, которую его мать накинула ему на плечи, когда он был ребенком, чтобы он не замерз. Затем приходит дядя Ахмед, приветствует Дилана и Сабиху Ханем и садится рядом с бараном. Бэрон объясняет, что в глазах матерей их дети никогда не вырастут и что матери имеют много прав на своих детей, как только им заплатят, связь между ними никогда не будет разорвана, а когда она разорвана, можно понять лучше всего то, что чувствует ребенок. Госпожа Сабиха решает снова войти по настоянию Дилана. Когда с улыбкой входят мать и дочь, перед ними стоит госпожа Азади. Он говорит много обидных слов Сабихе Ханем, чтобы заставить ее уйти. Дилан очень расстраивается, но не может ничего сказать.
Когда госпожа Сабиха поворачивается к Дилану и говорит: «Госпожа Азади права, мне пора идти», входит Баран и говорит: «Тебе не нужно идти, ты можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь». Дилан улыбается и уходит, говоря: «Госпожа Сабиха, пойдем, мама, пойдем в стоящую комнату». Затем Бэрон смотрит на Барана и сердито идет в свой кабинет. Говорят, что госпожа Азади очень рассердилась на слова Барана и задумалась о том, как отослать Сабиху. Когда Ферат видит Хавина и отворачивается от него, Хавин звонит и спрашивает: «Ты бежишь от меня?» Пока Ферат не знает, что сказать, Хавин держит его за руку и спрашивает, боится ли он кого-то. Ферат ничего подобного не говорит. Когда Гуль видит их такими, она злится и ревнует, спрашивая, что происходит. Хавин покидает Ферат, когда у него звонит телефон. Дилан извиняется перед Гэжой Сабихой за слова Гэжи Азади. Тем временем Гэжи Сабихе звонят по рабочему телефону и говорят, что ей нужно подготовить отчет. Дилан говорит: «Я напишу его, ты не можешь просто сидеть и писать часами». Цеврии и Ясмин приходят в ресторан, и Харун их обслуживает. Ясмин просит воды, чтобы отомстить ему, а затем просит новую, говоря, что она холодная. Когда Харун приносит новую воду, Ясмин смотрит ему в лицо, и когда Харун злится и спрашивает, есть ли проблемы на этот раз, Ясмин говорит: «Нет, дорогая, в чем проблема?» Когда Ясмин выходит из-за стола, чтобы вымыть руки, Джевдет говорит, что Харун все еще не мягкий, но Ясмин все усложняет. Когда Бэрон приходит к Дилану, пока он выполняет работу своей матери, и спрашивает, что он делает, Дилан ему рассказывает. Когда Бэрон говорит: «Давайте сделаем перерыв на кофе», наш кофе наполовину закончился, Дилан говорит: «У меня много работы, может быть, позже». Бэрон уходит, некоторое время наблюдая за ним. Пока она подметала листья в Гульбахче, к ней приходит Ферат и называет ее моей женой. Гуль говорит: «Веди себя, мы опять расстроены, или ты меня ревнуешь, не делай этого, ты зря меня и себя грустишь». Он говорит: «Тогда давай всем расскажем, пусть все знают, что у меня голова повязана, я буду смотреть на кого-нибудь кроме тебя». «Смейся, нет, тебе сначала надо взять себя в руки», женатый мужчина рассердится, потому что он не будет так близок с другими женщинами. Когда госпожа Азади вдруг слышит эти слова, она думает, что они говорят, что они поженились. Госпожа Сабиха вспоминает угрозы Джавахира и расстраивается из-за того, как она будет защищать Дилана и Барана. В этот момент к нему приходит господин Кудрет и благодарит его за защиту наших детей. Иногда мы молчим, чтобы защитить наших детей, но иногда нам приходится молчать. Расскажите им все, что знаете. Они не знают, как защитить себя, потому что не знают, откуда придет опасность. Пожалуйста, не надо, молчит, он уходит. С одной стороны, Цеврии пытается уговорить Ясмин, с другой стороны, Джевдет пытается уговорить Харуна. Дилан приходит к Барану и извиняется за пренебрежение Бараном. Затем Баран вспоминает, что сказал ему дядя Ахмед. Баран говорит, что я не встану между тобой и твоей матерью, между вами есть связь. Он говорит, что никто не имеет права вставать между вами и ни у кого нет власти. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.